А ви знаєте, що російська пропаганда почала готувати своє населення до повернення Україні окупованої частини Запорізької області? І знаєте чому? Тому що вони бояться весняного контрнаступу ЗСУ. Деталі про це у сьогоднішньому випуску «Обережно, зомбоящик». Але спочатку підпишіться на цей канал, а також мій особистий. Ставте вподобайки та коментарі, аби більше людей побачили увесь абсурд російського телебачення. Очікуваний контрнаступ українських військових неабияк збентежив російських пропагандистів. Зараз це головна тема для обговорення на федеральних ТБ. Їм усім стає тривожно. Мне тревожно и за запорожское направление, мне очень тревожно то, что происходит вокруг Артемовска. Отовсюду прямо сейчас с фронтов приходят тревожные новости. Есть опасность окружения наших войск. Что происходит вообще? И настолько встревожены и взбудоражены вот этими слухами, которые на самом деле распространяют украинские телеграм-каналы, о том, что они готовят какое-то гигантское контрнаступление именно под Артемовском. Я вижу логику украинскую, поэтому я беспокоюсь. Тепер пропагандисти не геройствують в ефірах, а на повному серйозі з кислими мордами обговорюють можливі напрямки атаки. Ба більше, називають навіть дати українського контрнаступу. На фронте ситуация действительно тяжелая, причем для обеих сторон. По моим ощущениям и моим прогнозам, они, скорее всего, в преддверии 9 мая захотят совершить контрнаступление. То есть, возможно, 7 или 8 мая на их праздник, да, как там он у них называется, по-странному. Они же отказались от 9 мая, они же отказались быть победителями. Поэтому я прогнозирую, что, скорее всего, один из основных ударов это будет на запорожском направлении через Токмак, между Мелитополем и Бердянском, то есть без захода в эти города, просто между ними до Азовского моря с целью обрезать сухопутный коридор к Крыму. Без сухопутного коридора оборонять Крым в случае масштабного наступления уже на Крым в будущем будет крайне сложно. 10 мая, пообещал Подоляк, будет грандиозное наступление с использованием уже новейшей техники. Он говорил в том числе про «Леопард». Американцам, если верить которым, еще раз повторю этот тезис, мы никогда не верим. Украинское контрнаступление разовьется о нашу хорошо подготовленную линию обороны, но здесь, справедливости ради, эта формула работает и в отношении украинцев. Когда мы, и если пойдем в атаку, то украинцы тоже ждут, тоже готовятся. За последние 3 дня значит, в район Краматорска были доставлены новые ракеты, большая партия ракет «Хаймарс», раз. Были поставлены, и, кстати, вот я согласен насчет авиации, были поставлены американские планирующие бомбы, умные бомбы, которые предназначены как раз по нанесению удара в глубине нашего тыла. И самое главное, что доставлена большая партия кассетных боеприпасов. Что запрещенных всеми конвенциями. Тут вопрос в том, кто подписывал конвенцию, кто не подписывал. Значит, чьи кассетники известно? Ну, американского, прежде всего, производства. Вопрос заключается в том, что все это свидетельствует, подтверждает еще раз готовность к наступлению. Эти вещи нужны для наступления. Поэтому я не исключаю как раз и то, что действительно первый удар будет нанесен в районе Артемовска, а основной удар будет в Запорожье и, может быть, даже Херсон. Росіяни бояться наступу, бо знають, що він буде успішним. Союзники дають нам багато зброї, якої ще недостатньо. Але ж по російській методичці ця зброя ніяк не допоможе. Як свого часу не допомогли «Хаймерси», «Джавеліни» і багато іншого. Усе це неефективне, але росіянам чомусь таки страшно. Для того, чтобы осуществить наступление, вот меня, если что, фронтовик поправит, нужно иметь танки и боевые бронированные машины. Потому что без танков и боевых бронированных машин нам не бронированной техники или легко бронированной техники или пешком наступать на укрепленную, вот вам, Андрей Владимирович, сейчас все невозможно. Сейчас все приедет. Брэдли уже поступают, все, уже на территории Украины. Первые Брэдли уже там, ты знаешь. Брэдли, их там 159 штук, это очень мало. 216, они 216 это очень мало. Мы просто по срокам намного быстрее, чем они разворачиваем все производство. Если им там на восполнение условно каких-то джавелинов или еще что-то нужно там 3-5 лет,
то мы это все ускоряем там в полгода, там в месяцы какие-то идут. Поэтому все достаточно динамично сейчас двигается. А от слюноплювалка Соловйов вже не надто вірить у російський ВПК, а ще закликає не применшувати можливості західної зброї. Меня удивляет вот такое шапкозакидательское настроение и фраза «да, их техника». Ага. Если, например, тебе говорят, что ты хочешь взять, Мерседес или Ладу, то выбор очевиден. А почему-то вдруг их боевая техника, мы считаем, что просто ничего страшного. Мне кажется, что не надо так легкомысленно относиться. От слова «совсем». Ох же й швидко Соловйов перевзувається. Сам же нещодавно говорив, що буде все спалювати. А що сталося? Но мне тревожно. После Харькова, Херсона, когда они тоже анонсировали наступление, мы как-то да ладно, да вот сейчас, а результаты мы помним. Мне реально тревожно. Я надеюсь, что наши готовятся, что наши отслеживают. Мне тревожно и за запорожское направление, мне очень тревожно то, что происходит вокруг Артемовска, особенно там, наблюдая, читая то, что говорит Евгений Пригожин, что могут попытаться срезать и попытка деблокады. Непростое время. Совсем непростое. Поступают сведения о том, что противник готовится сейчас контратаковать на Артемовском направлении. То есть они сейчас подтягивают серьезные силы в Часов-Яр, Константиновку, Славянск, Дружковку, то есть в эту агломерацию городов. И планируют нанести контрудар. Нужно отнестись к этому серьезно. То, что у них поставляются танки «Леопарды» и другая натовская техника, и то, что они сейчас готовят в тылу несколько десятков новых бригад, которые полностью перейдут на технику и вооружение НАТО, это говорит о том, что дело не в том, что там натовская техника какая-то супер хорошая, лучше нашей или хуже нашей. Дело в боеприпасах. Дело в том, что все НАТО становится украинским тылом, и у них будет неограниченное количество боеприпасов к этой технике. Вот это самая опасная ситуация. И, конечно же, хаймерсы, которые уже проявили себя. Многие говорят о том, что хаймерсы ни на что не повлияли на фронте и так далее. На самом деле это ложь. Хаймерсы проявили себя очень серьезным и грозным оружием и повлияли на многие моменты. За рік повномасштабної війни окупанти зрозуміли серйозність западного оружия. Але що більш цікаво, виявляється, у нас люди є, ті ж, які постійно закінчуються. А зараз, увага, нас, виявляється, ще й в рази більше, ніж російських смертників зі 140-мільйонної країни. 40 тысяч там они собрали, там 50 тысяч. Так у них человеческий ресурс-то есть? Конечно, есть. И сколько он еще? Конечно, есть. И нужно не забывать о том, что мы все равно проводим специальную военную операцию. Поэтому на земле количество живой силы с украинской стороны превосходит. И это факт. То есть мы воюем контингентом, который меньше. Давайте не рассчитывать на то, что у противника кончатся люди, и он сам поднимет руки вверх. Пока ничего подобного мы не видим, и надо готовиться именно к жестким и быстрым военным действиям. Наоборот, видим максимальную консолидацию украинского общества, и приводила уже этот пример. Болью отдаются воспоминания о Харьковской области. Украинцы тоже бесконечно долго анонсировали свой контрнаступ в этом районе, а мы исходили из того, что у них ничего не получится, они просто испугаются и не смогут отважиться на этот отчаянный жест. Отважились, отчаялись, все получилось. Далее были события в Херсонской области и непосредственно в городе Херсон, который теперь нам нужно освобождать снова. Не сумуйте так, Оленька. Освободіть ти завжди успієш. Наприклад, свою московську квартиру, бо треба ж буде їхати в Гаагу. Краще вже збирайся і муженька свого разом із Соловйовим не забудь прихопити. Мне тревожно по одной простой причине. Смотри, Украина собирает армию, призыв постоянно действующий. Говорят, что в гвардию наступа записалось 28 тысяч человек, то есть все время идет поступление. Мы один раз провели частичную мобилизацию и молчим. А деваться-то куда? Если они начнут наступать, а они начнут, у них нет варианта, их заставят. Мы откуда людей будем брать? Технику. То есть как-то, мне, вежливо говоря, очень-очень тревожно.
Тема підсилення фронту все не дає спокою пропагандисту. Соловйов, ну ти ж особисто можеш допомогти мобілізованим, замінити їх на фронті. Тим паче, куди їхати, ти вже знаєш. Та й вік тобі ще дозволяє. Стыдно за вас, как человека. Как можно поддерживать это правительство своей пропагандой? Лучше на фронт пойти, от этого больше пользы будет. Ты мне из окопа пишешь? Сцепсошная. Ты мне это пишешь из окопа, не Ты кусок нацистский. Наше правительство делает все возможное. На фронт пойду, когда призовут. Когда понадобится 59-летний. И на фронт пойду. И просился. И не раз. А, ну тут все стає зрозуміло. На словах ти Лев Толстой, а на ділі напишіть у коментарях. Пропагандисти прекрасно розуміють, що невдовзі знову будуть так звані панічні перегрупування, тактичні маневри чи жести доброї волі. Тож вони не лише готують людей до поразки, а й продовжують качати тему начебто війни з НАТО. Мы не воюем ни с какой Украиной. Украину мы, как таковую, победили в первые 2-3, сколько там дней. Когда взяли Гостомель, когда совершенно обезоружили, по сути, Украину, уничтожив основные ее военные силы. А потом началась война с НАТО, и не только с НАТО, потому что мы воюем со странами и не входящими в НАТО. Мне рассказывают военкоры наши, которые приезжают с мест, что некоторые из них уже по много-много дней, а то и недель не слышали украинскую речь с той стороны. С той стороны не слышали ни украинскую, ни русскую. Русскую они слышат, понятно, с нашей стороны. А с той какую угодно. Польскую, немецкую, вообще непонятно какую. И это будет продолжаться. Нет никаких сомнений, что когда Украина истощит свои человеческие ресурсы, так же, как они молниеносно помогли ресурсами, собственно, армейскими, в смысле боеприпасов, техники и прочее, как только мы это все уничтожили за несколько дней, также они отправят туда и человеческие ресурсы. Це був обережно зомбоящик. Дивіться нас і поширюйте це відео, аби більше людей вберегли себе від московицьких фейків. Разом переможемо!